В Израиле назревает беспрецедентный кризис. Страна, пережившая десятки конфликтов, сегодня может столкнуться с угрозой, которая исходит не извне, а изнутри. Сигналы тревоги поступают не от враждебных государств и не от вооруженных группировок. Речь идет об опасности, которая нависла над высокопоставленными представителями самой системы безопасности Израиля в первую очередь, над главой Шабак, службы внутренней безопасности Ронином Баром. Эти предупреждения стали достоянием общественности благодаря выступлению Яира Лапида, лидера оппозиции. На фоне мрачных кадров с экрана, демонстрирующих реальные угрозы в адрес Бара в социальных сетях, Лапид произнес слова, которые могут войти в историю. «Мы стоим на пороге новой катастрофы. Если не будет решительных действий, Израиль рискует столкнуться с политическим убийством или даже несколькими». Напомним, что недавно между Ронином Баром и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возник конфликт. Бар заявил, что Нетаньяху требовал от него личной преданности и использования ШАБАК против участников антиправительственных протестов. Он также утверждал, что премьер-министр пытался заставить его подписать документы, освобождающие от дачи показаний в суде. С каждым днем риторика становится все более агрессивной. Министры правительства открыто делают заявления, которые подталкивают общественность к радикальным действиям. Уровень ненависти превысил все допустимые пределы. Те, кто еще недавно был героем нации, сегодня получают угрозы своей жизни. Сам Ронин Бар стал символом раздора частью элиты, которая якобы подвела страну в самый критический момент. Его критикуют за предполагаемые ошибки в предотвращении атаки 7 октября, его обвиняют в том, что он не ушел в отставку, и даже пытаются связать с коррупционными скандалами. Но не только его репутация под ударом. Угроза стала реальной. Распространяются агрессивные посты, призывы к насилию, список потенциальных мишеней пополняется. На улицах протесты. Одни выступают в поддержку Бара, другие требуют его отставки. Верховный суд временно приостановил решение об увольнении главы Шабак, но общественное напряжение только нарастает. Лапид обвинил лично премьер-министра Нетаньяху в том, что он позволил ситуации дойти до точки кипения. Он потребовал немедленно остановить поток провокаций и публично осудить любое подстрекательство к насилию. В обществе нарастает страх. А что, если история повторится? Напомним, в 1995 году после мощной волны ненависти был убит премьер-министр Ицхак Рабин. Тогда тоже звучали предупреждения. Тогда тоже никто не верил, что еврей поднимет руку на еврея. Сегодня все выглядит пугающе знакомо. И на этом фоне еще больше поводов для беспокойства. Внутренние конфликты между религиозными и светскими гружденами. Споры о мобилизации ортодоксального населения. Глубокие разногласия по поводу войны в Газе. И общий кризис доверия к институтам власти. Все это идеальная питательная среда для радикализации. Вопрос: действительно ли Израиль снова стоит перед чертой? Или все это очередной виток политической драмы? Ответ мы узнаем в ближайшие недели. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом кризисе. Это важно.